Всем привет! Меня зовут Боб, и здесь вы увидите много всяких вкусняшек. А пока я буду готовить прекрасный торт, самый вкусный торт на свете, вы подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И не забудьте поставить лайк. Привет, друзья! Сегодня приготовим очень вкусный торт тирамису. Готовится он максимально просто, быстро, а по вкусу он просто потрясающий. Итак, начинаем. Начну я с бисквита. Для этого мне потребуется 3 яйца категории 1С, 80 грамм сахара, 55 грамм муки и 20 грамм кукурузного крахмала. Муку с крахмалом я уже смешала. Итак, начинаем готовить. Переливаю яйца в емкость для взбивания. Поскольку у меня 3 яйца, я беру не сильно большую емкость, очень удобную, она более такая высокая, что ускорит процесс взбивания. И начинаю взбивать миксером. Взбиваю примерно 1,5-2 минуты и приготовлю сахар. Как только яйца начнут масса густеть, я буду постепенно добавлять сахар. Забыла сказать, друзья, я сахар добавляю небольшими порциями, каждый раз хорошо взбивая миксером, примерно секунд 35-40. Друзья, у меня прошло 6 минут. Посмотрите, ну, мне еще не хватает 1 минуты. Вот я смотрю, еще плохо взбилась, след еще плохо держит форму. Поэтому я еще где-то 1 минуту или 2 все-таки буду взбивать. Так, друзья, все, у меня прошло 8 минут. Намного лучше взбился бисквит. Лучше держит, оставляет след на поверхности. Все, теперь я буду продолжать. Друзья, уже можно включать духовой шкаф на разогрев. Я всегда включаю сначала до температуры 200 градусов, а потом уменьшаю температуру до нужной, необходимой для выпекания. Все, я перемешала сухие ингредиенты и буду добавлять их к взбитым яйцам с сахаром. Кстати, друзья, я уже, естественно, мука у меня все и крахмал было просеяно, но это я так, знаете, делаю, чтобы еще более придать воздушности. Половину я просеиваю и буду сейчас аккуратненько вымешивать. Долго не нужно, чуть-чуть и хватит, чтобы тесто не осело. Поскольку у меня вот такой стакан для взбивания, я для удобства возьму венчик. И не особо долго вообще, вот так вот, друзья, просто прокручиваю. Чем дольше мы взбиваем, перемешиваем, тем больше шансов, что яйца наши осядут. А этого нам, друзья мои хорошие, вообще не нужно. Буквально пару движений и высыпаю остальное. Так, вам видно? И также аккуратненько вмешиваю. Все, друзья, продолжаем, переходим к следующему этапу. Я подготовила 2 формы диаметром 16 сантиметров. Визуально тесто я делю на 2 части. Кстати, если вы готовите на заказ или вам очень важна, допустим, точность, то прекрасно можно это все взвесить. Я пока не буду это взвешивать, я просто буду делать на глаз. Половину в одну форму примерно, половину в другую.
Еще один момент. Во-первых, бисквиты, когда выпекаешь в двух формах, а не в одной, ну, выпекается быстрее. То есть небольшая идет экономия электричества. Такой бисквит будет выпекаться в духовке примерно 20 минут. Диаметр небольшой, поделено все пополам, но вы смотрите по своей духовке. Главное, конечно же, нельзя их... Смотрите, друзья, во-первых, проверяйте на шпажку. Если шпажка достали, все, она сухая, доставайте бисквит. Передерживать, пересушивать это тоже плохо. Все, отправляется, температура выпекания 180 градусов, режим вверх-вниз без конвекции и время примерно 20-25 минут. Посмотрите, друзья, какие красивые нежные бисквиты у нас получились. Посмотрите, пожалуйста, какая красота. Два нежнейших, красивых, пышных бисквита. Я их сейчас, пока буду готовить крем, я их заверну в пищевую пленку, пусть немножечко отдохнут, остынут, пропитается влагой. И примерно где-то через час, через полтора я их достану, разрежу пополам и буду формировать тортик. Но это будет после того, как я приготовлю крем. Завернула в пищевую пленку. Бисквиты отправляются на несколько часов в холодильник. Для торта тирамису нам потребуется кофе. Я заварила кофе. Берите тот, который вы любите. Примерно 100 грамм, 100 миллилитров. Все, пускай кофе пока остывает, а я сейчас приготовлю крем. Для крема мне потребуется 200 миллилитров холодных жирных сливок. Жирность должна быть от 33%. Я взбалтываю его. Вот, я такие использую сливки. Желательно, чтобы емкость, где вы взбиваете сливки, была холодная. И венчики желательно тоже. Взбивать буду до мягких пиков. Все, сливки у меня хорошо взбились до мягких пиков. Теперь я добавляю к сливкам 40 грамм сахарной пудры. Если вы любите более сладкий вариант, можете добавить 50 или 60 грамм. Сахарную пудру я просеиваю через сито. И сразу же сюда же добавляю крем маскарпоне. К сожалению, после праздников я ни в одном супермаркете не нашла своего обычного любимого маскарпоне, где там 250 грамм. А нашла вот такие 100-граммовые пачечки. Надеюсь, он тоже будет очень хороший и вкусный. В общем, буду сегодня использовать я вот такой маскарпоне. Маскарпоне нужно 300 грамм. Особенность маскарпоне в том, что он очень быстро взбивается. Поэтому я буду взбивать его не дольше минуты. Иначе он может расслоиться. Аккуратненько. Аккуратненько. Примерно секунд 40, друзья, посмотрите, какая плотная получается масса. Вообще супер. Меньше минуты у меня вышло. Я, заметьте, видео не сокращала. Это очень важно. То есть вы сами видите, насколько супер отличный у нас крем. Так, продолжаем.
Каждый бисквит разрезайте на 2 равные части удобным для вас способом. Посмотрите, какая красота, друзья. Вот такой в середине получается бисквит. Отличный, замечательный, прекрасный бисквитик. Собирать торт я буду в кольце. Для начала я на тарелку, где я буду собирать торт, немножечко на донышко промазываю кремом для стабилизации. Выкладываю первый корж и пропитываю кофе. Кофе пропитку вы можете регулировать. Вы можете более крепкую делать или нет. Вы можете его добавить сахар. Я лично сахар добавляла. Пропитывайте настолько, насколько вам нравится, друзья. Можно пропитывать немного, слегка. Можно более сильный сделать торт, более сочный, пропитанный. Дальше беру кольцо, в котором я и выпекала. Просто для стабильности. Я всегда так делаю, мои хорошие. Так, крем я визуально делю на 3 части. И наношу. То есть классическое стандартное формирование торта. Корж, пропитка, крем. Корж, пропитка, крем. Корж, пропитка, крем. Крем плотный получается, друзья. Благодаря. Я вообще обожаю маскарпоне. Очень плотный, стабильный выходит крем у него. Верхний корж накрываю донышком сверху, чтобы более ровный получился. Вот так вот. Верх торта посыплю тертым шоколадом. Можно горьким, можно молочным. Я сделала выбор на молочном. Остатки крема я использую в качестве украшения. Как сама не знаю, просто делаю произвольно. Произвольные какие-нибудь вот такие вот. Все, друзья, я тортик отправляю настаиваться в холодильник. Потом, примерно через 5-6 часов, а лучше на ночь, через 8 часов, я просто его достану, сниму форму и посмотрим, что из этого получилось. У меня прошла ночь. Я достала торт с холодильника. Прохожусь по краям торта ножом, чтобы было удобно доставать его с кольца. И достаю. В качестве украшения я использую крошку из-под шоколадную крошку, в общем. Натерла шоколад я на терке и вот так вот по бокам прохожусь.
Посмотрите, какой невероятно красивый тортик у нас получился. Итак, давайте, друзья, отрежем и попробуем наконец-то, что у нас получилось. Очень мягкий тортик. Режется просто идеально. Посмотрите, друзья, какая красота! Самый вкусный торт, который я когда-либо ела. Потрясающий, нежный, пропитанный, ненавязчивый шоколадный вкус, кофейная нотка. Замечательный. Друзья, всем рекомендую этот рецепт. Так что тортик потрясающий, замечательный. Пожалуйста, приятного. Обязательно подписывайтесь на канал. Какие торты любите вы? Понравился ли вам этот рецепт? А я желаю всего вам самого лучшего. До новых встреч!